Представители знака зодиака Весы. Весы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, март 2024 года. Давайте узнаем подсказки карт. Конечно, будем реалистами, любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы все равно получите. Март месяц будет связан с теми событиями, которые, скорее всего, у вас сложились на конец февраля. Это своего рода продолжение тех вопросов, которые, как свершившийся факт, нас заставляют принять сложную реальность и самим себе задать вопрос или сказать, что же дальше. И это не есть какой-то короткий период размером в 1 месяц. Вот эта дистанция продолжается как минимум до 14 апреля 2027 года, и это обусловлено выравниванием планеты Хирон с лунным узлом в знаке Овен. Хирон находится в Овне порядка 9 лет, и на момент 19 февраля это он уже там находился, и он еще пробудет до 14 апреля 27 года, но вот с этой точки, это как точка невозврата, когда какой-то надоевший сценарий или какая-то парадигма словно в вашей жизни сложилась, и это, возможно, будет сопряжено с пониманием вот той священной раны или какого-то вопроса, который, возможно, касается вашей личной жизни, или какого-то глубоко личностного вопроса, о котором, возможно, вы никому не можете даже сказать. Хирон – символ израненного целителя, или той священной как раз раны, которая присутствует в жизни каждого из нас. Из мифологии мы знаем, что Хирон – могучий кентавр, самый мудрый из всей плеяды кентавров. Это образ учителя. Хирон учил астрологии, математике, астрономии, искусству охоты и искусству врачевания. Сам он был искусным целителем, но пострадал от отравленной стрелы Геракла. И парадокс заключается в том, что Хирон пострадал, по сути, от ученика. Он не ставил перед собой каких-то недостойных целей, но сам оказался пострадавшим от своего учения. И нам где-то говорят: помни, кому помогаешь, кого ты обучаешь. Помни, что то, что ты делаешь из лучших мотивов, не всегда может иметь достойное продолжение. И для кого-то из вас, как символ священной раны, могла сложиться достаточно сложная ситуация с близкими людьми. Это могут быть родственники или родители, дети, внуки, мои дорогие, или просто те люди, кому вы всегда доверяли, или кому вы всегда помогали. Вот это священная рана в повторяющемся сценарии, то есть с теми людьми, которых мы не можем исключить из нашей жизни, мы их не можем отменить, но в то же время, чтобы выйти из надоевшего сценария. Это своего рода перезагрузка для того, чтобы остаться самим собой. И этот период у нас будет продолжаться до апреля 2027 года. Поэтому не совсем в размере 1 месяца марта или конца февраля. Но мы, тем не менее, узнаем, что думают карты. Правда, у кого-то, посмотрите, выпадает, мои дорогие весы, выход из тупика. По сути дела, повторяющегося сценария. Старший аркан – это могут быть обстоятельства вашей жизни или зависимая ситуация, правда? Зависимости у нас бывают разные, у кого-то буквально привычки вредные, мои дорогие. Почему нет? Почему-то же карта как будто выскочила, сама просится. Или, может быть, для кого-то из вас, мои дорогие весы, правда, какая-то помощь вот здесь проходит. Когда мы себя отодвинули на второй план, когда мы себе повторяем какое-то слово «я должен», значит, наши долженствующие обязанности следует тоже пересмотреть, ваши, мои дорогие. Себя поставить на первое место – это не просто слова. Может быть, вы уже впряглись в какое-то дело и несетесь вперед, думая, что так будет всегда. И есть люди, которые надеются на вас, что вы не подведете, и тоже так будет всегда. Значит, занимаясь тем, что для вас, может быть, не означает какого-то развития, не приносит вам вдохновения, вы где-то себя можете разрушать. Может быть, это просто конкретное дело, как вот я сказала, привычки. Для кого-то из вас решение материального вопроса – выйти из долгов. У кого-то может быть такое. И значит, этим надо тоже заниматься.
Если мы хотим выйти из патовой ситуации, мы должны делать что-то совершенно не так, как делали и поступали, и думали. То есть это большая работа над собой для того, чтобы в корне как-то перевернуть сложившиеся обстоятельства или ситуацию. Первую карту, которую мы с вами достанем, она будет, ну, подсказкой, в какой сфере жизни это может проиграться. По мнению карт, конечно. Давайте вместе поразмышляем, мои дорогие весы. Итак, какая же это сфера жизни или какие приоритеты вам придется пересмотреть, возможно, и что важно знать в связи с этим? Каковы сюрпризы марта? Ладно, 2 карты. И каковы неожиданности? Что скрыто? Достанем карту, что вам может помешать, а что вам будет помогать. И посмотрим энергетику на март месяц. Дело, работы, бизнес, энергия денег и личная жизнь. И какая же сфера жизни? Ваша карта, мои дорогие, это ваша личность сама по себе. Король мечей. Вообще вам надо стать людьми статусными, управлять собственной жизнью и оказывать влияние на других. Ну вот так вот, в 2 словах буквально. Это все то, что олицетворяет нам карта Король мечей. Предполагается тандем интуиции. И что такое интуиция? Это у нас как наш опыт прежний и интеллект, мои дорогие. Вот, видимо, это совершенно будет как-то в течение марта месяца необходимо. И плюс еще какая-то данность, конкретика. Может быть, на самом деле мы видим какую-то реальность совершенно по-новому, словно есть дело или вопрос, который нужно решить. И, кстати, по этой карте нам советуют не делать чего-то либо наобум, либо надеясь на какой-то лучший результат. Или не проживать как раз в надеждах, что нам кто-то придет на помощь. По королю мечей он надеется сам на себя. Здесь есть определенная холодность в умении увидеть вещи такими, какие они есть. Может быть, для кого-то из вас сложились ситуации, правда, у кого-то это будут вопросы с банками, например, да, или взятыми кредитами, когда надо разобраться. Для кого-то из вас вопросы в суде или какие-то разбирательства, медиаторства. Может быть, есть смысл обратиться к адвокату, к юристу для того, чтобы разобраться в каком-то вопросе или просто добавить себе знаний, как в отношении меня работает закон в той или иной ситуации. Все будет зависеть, какой же у вас сценарий. Здесь больше дела, работа, бизнес и деньги. Вот о чем нам где-то говорит карта. Но это ваша задумка, это вы где-то сами. Все же мечи – это воздух, это интеллект, повторюсь, и ваше, ну, как будто самоосознание. Какой-то, видимо, вопрос вашей жизни стопорит ваше продвижение, и вам его нужно решать более чем конкретно, как и не навредив самому себе, так и все же мечи, правда, это мы как будто можем кому-то сказать «нет». Ну, значит, это тоже важно. Может быть, для начала самим себе сказать, что «нет, вот я так больше поступать не буду». Для кого-то и это будет важно. Вот давайте узнаем, что же важно знать. Вот все то, что я в самом начале, мои дорогие весы, говорила, карта император, вы карта власти. Важно знать, что вы сами как будто должны изменить свой статус. Быть вот тем самым где-то отчасти императором, который руководит как и своей жизнью. Может быть, для кого-то из вас это проиграется, когда от вас зависят ваши родные, близкие. Помимо всего прочего, что важно знать, все же по карте император проходит наше уважение к власти, к системе иерархии, к каким-то законам. И что важно знать? Не прыгать через голову начальника. Если ваш вопрос где-то замыкается на руководителе или какой-то, если мы говорим финансовые вопросы, откуда же к нам приходят деньги, правда? Вот как мы их зарабатываем? Вот здесь правильно взаимодействие с сильными мира всего или буквально с вашим руководителем. Может быть, изменить статус, сделать карьеру. И для этого тоже будет важно уважать систему иерархии. Или, если вы отправляетесь решать какие-либо вопросы, уважайте чиновников, мои дорогие. Правда, сложилась эта система, мы на нее не влияем, но вписаться в нее очень красиво, элегантно, и у вас это получится. Вот это для вас все будет важно. Сюрпризы. Вы сами должны стать вот этой императрицей. У вас должна быть полная гармония в вашей
жизни. Посмотрите, два старших аркана, надо же. И одновременно карта шута, новых начинаний, вообще нового качества жизни. Видимо, пока какой-то гештальт не будет закрыт. Или пока вы, может быть, себе не скажете «нет» в какой-то, парадигме ваших действий. Понимаете, тут именно парадигма. Это повторяющиеся какие-то ваши либо умозаключения по конкретному вопросу или по вашим действиям. Вот здесь требуется как будто внести с одной стороны ясность, с другой стороны какой-то буквально тезис-план себе составить. И у нас выпадает, как повторюсь, я сказала, пара, и личная жизнь для кого-то из вас выйдет на первый план. Но одновременно, если мы говорим про сюрпризы, мои дорогие девочки, кто-то буквально может узнать, что вы беременны или вы ожидаете уже ребенка, и значит вопросы вашего здоровья будут важны, вот как сюрпризы, да. Для кого-то из вас это будет как построение благополучия вашего. И это не просто что-то эфемерное, у вас серьезные карты выпадают. Опять же нам говорят о смене статуса, но в сюрпризах все же, понимаете, во взаимодействии вот с этим самым императором, мои дорогие весы. Ведь карта императрицы – это тоже карта власти, но власти дипломатичной. Это когда мы транслируем больше доброту, а в итоге-то мы все равно приводим к какому-то своему знаменателю. Значит, ваша дипломатия – это ваша сильная сторона. Помните, вот эти лунные узлы, которые сейчас расположены, ось Овен и Весы. И для вас, мои дорогие, вот Март, он очень важен. Потому что, опять же, вот эта планета Хирон. Планета ее, кто кометой называет, кто астероидом, планетоидом. Мы ее назовем планетой, потому что так привычней нашему слуху. Так вот, эта планета Хирон пробудет еще в знаке Овен до апреля 27 года. Вам за этот промежуток времени нужно словно отстроить другое качество жизни, свое благополучие, новый свой статус. У вас задача стоит перед вами очень важная. И если Овен – это тот лунный узел, на который мы равняемся, то тот лунный узел, который в вашем знаке, это как бы проигрывающая сила. Вот дипломатии нам всем будет не хватать, и вы великие дипломаты. Это ваш огромный плюс. Со всеми договориться. Может быть, как-то взаимодействовать так, чтобы вашу ситуацию, в чем у вас сейчас есть разочарование, перевернуть кардинальным образом. У вас шикарные карты. И начать свою судьбу писать с чистого листа, буквально. У кого-то новые начинания. Может быть, ведь нам не говорят, что мы отказываемся от чего-то важного в нашей жизни. Нет, тут скорее для вас, где-то вы и скажете нет, но я так думаю, что какие-то сложившиеся отношения, данность или то, что уже на данный факт времени есть, тут есть что сохранять, мои дорогие. Но и сделать это в каких-то других действиях, с другим, может быть, отношением к конкретному человеку или конкретной работе. Тут самого себя, понимаете? С одной стороны, это как мир ответственности, когда мы не ждем, ни манны с неба, мы не ждем чьей-то помощи, а мы помогаем себе сами. Но, видимо, не в надеждах на кого-то, а в надеждах на нас самих. Это достаточно сильная позиция при условии, что мы большие реалисты, мои дорогие. Вот вам нужно, просто необходимо быть большими реалистами, потому что на кону совершенно что-то новое, новые возможности. И давайте согласимся еще с тем, у вас 3 старших аркана. Это никогда не проигрывается на 1 месяц, а мы рассматриваем с вами период, по сути дела, это только март, но вообще это до 27 года, это как какая-то задача. Понятно, что будет меняться как и события, так и обстоятельства вокруг нас, но вот это основа, базис, стержень, который вы должны заложить в марте для самих себя. В последующем где-то будет вам помогать, когда вокруг будет тысяча неопределенностей. Мы ведь не знаем, как будут развиваться события до конца 2024 года, в 2025, в 2026 и где-то начало 2027. И судя по турбулентности, которая сейчас происходит в мире, нужно быть готовым к любому повороту событий. Хаос перед началом творения, по сути дела, так называется нулевой аркан. И в этом хаосе вы должны отстроить свой порядок. Это как сюрпризы. Для вас может быть какой-то кризис. Это как возможности. Неожиданности. Это не есть сама неожиданность. По сравнению со всем, что нам уже выпало,
Паж Пентакли у кого-то это вопросы могут быть просто связанные с детьми. И вам придется в разрезе марта, ну, условно, их закрыть. Может быть, за что-то проплатить или решить, или, может быть, у кого-то банально с ребенком отправиться к врачу, но тоже этому уделить внимание. Или будет все же какой-то ваш новый проект, как в неожиданностях, с учетом этих арканов, который для вас будет означать какое-то очень доброе продолжение и своего рода марафонский забег. Потому что когда выпадают вот эти мелкие пентакливые карты, двора именно, это часто означают наши, на самом деле, новые, может быть, возможности заработка. Или через учение мы чему-то обучаемся, и, может быть, в последующем мы где-то будем менять сферу деятельности. По сути дела, это новые возможности к вам приходят. Это все то, что я говорила по этим картам. Что скрыто? А дальше будут еще перемены. Удивительный расклад. Для кого-то из вас это будет переезд, у кого-то смена работы. Сами по себе возможности. Эта карта обещает успех через какое-то время. И о чем нам говорит карта? Оставь прошлое в прошлом. Не ориентируйся на прежние переживания, на прежние события. Вот оно, как свершившийся факт, да, присутствует в нашей жизни. Но все остальное, оно относится где-то к будущему. Но это не то будущее, о котором мы мечтаем, нет. Это какая-то конкретная данность, которую мы принимаем на данный момент, и поэтому нам нужно держать этот момент под контролем. Поэтому и будет успех. Эта карта перемен сама по себе. Причем скрыто, вы пока не видите, для чего вам это нужно. Правда, все то, что я говорила, мы сейчас не заглянем хотя бы в 27-й или, к примеру, в 25-й год, но перемены у вас будут и от ваших действий. Может быть, начиная с 19 февраля и где-то в марте. Знаете, вот как... Я поставил перед собой цель, и я к ней иду. Да, вы что-то будете корректировать, безусловно, но цель – это что-то очень важное. Коррекция, она в основном в разрезе где-то мелких планов или каких-то обстоятельств, когда нам приходится что-то учитывать. Но именно для того, чтобы что-то главное в вашей жизни состоялось. Шикарный расклад у вас вообще, мои дорогие весы. Тут чего-то не прошляпить надо. И где-то быстро откликаться, помните, по этой карте, если что-то предлагают, или в данный момент времени появляется какая-то возможность, не отказывайтесь. Потом можете пожалеть, а потом уже никто ничего не предложит. Или, и если вас посетила какая-то мысль, и мысль-то она ведь тоже не случайна, надо додумать, как будто переложить на какую-то практическую основу. И кто знает, может быть, это и будет какой-то новое творчество или какой-то драйв новый, который для вас, ну, как откроет и новые перспективы, и материальные какие-то прибыли тоже. Давайте, что может помешать? Ну, где-то в течение марта вы можете почувствовать, что, знаете, жизнь поворачивается лицом, как будто к вам. Может помешать ваше эго, мои дорогие. Карта Солнца, казалось бы, прекрасная карта. Но эта карта выбора правильного направления нам снова говорят об этом. Все то, что я говорила до этого времени. Выбора правильного направления на 6 месяцев. И нам говорят, 6 месяцев в твоей жизни – это наиболее активно. И если ты подумаешь, что как-то оно само отстроится, этого не произойдет. Ты можешь потерять время. Ты можешь потерять какие-то возможности, если ты будешь вот как этот где-то император или, ну, где-то энергетика короля мечей. Она достаточно может быть непримиримой. Мы можем от чего-то отказаться, отрезать или быть риски в наших суждениях. Это тоже может помешать. Здесь все же вам выпадает как сюрприз карта императрицы, и мы с вами говорили о дипломатии. Она вам помогает. Но именно где-то самоуверенность иногда нас превращает в такое, знаете, состояние самонадеянности, не путайте, внимание, когда мы перестаем подмечать какие-то мелочи, детали, а из них как раз формируются важные события. Или мы можем расслабиться. У меня сейчас все идет в принципе неплохо. Так будет всегда. Нет, это дается тот период для того, чтобы какую-то перезагрузку, мои дорогие весы, вы для себя запустили, вышли из этого самого повторяющегося сценария. Но как таковых помех нет, вы как будто только сами себе можете помешать. Но вообще у вас сильная позиция, и карта-то вот в значении, что может помешать, это тоже нам об этом говорит. А что будет помогать?
У кого-то поездка, переезд, увидеть новые горизонты. Это не просто слова. Новые горизонты могут быть в виде новой работы, мои дорогие. И я должна сказать, для вас прекрасным, как будет продолжение вашего творчества, хобби, если вы этим занимаетесь, эта тема вам близка и интересна. Для кого-то из вас буквально работа посредством либо интернет, удаленная работа, работа, связанная с перемещениями, все, что касается пространства. Помните, все-таки вы мечи, мои дорогие весы, и это у нас пространство, эфир, интеллект. У кого-то это будет новая сфера, может быть, IT, изучать что-то новое, открытым быть миру, изучать языки, понимаете, добавить себе всевозможных знаний. И, что помогает, надеемся сами на себя, в нашей лодке, ладье, девушка плывет одна. И вроде бы карта темноватая, а это карта заслуженного успеха. Пусть какой-то период нам придется пройти в темноте. Но мы достигнем этого самого успеха и того берега, который мы планировали. Это намерение и цель, которые вам важно поставить в марте. Вот понимаете, здесь мечты будут сбываться у тех, кто, правда, словно будет очень упрямым. Упрямство в хорошем смысле. Я хочу чего-то достичь. И при том же самом упрямстве вы сможете быть более гибким, действовать именно сообразно обстановке, быть дипломатом. Вот и приходит успех. Быть настойчивым. Что такое хорошее упрямство? Это настойчивость. И наши действия, может быть, в изучении каких-то новых наук или языков, там как раз упрямство или настойчивость очень нужна. Повторять несколько раз то, что не усваивается, может быть, нами молниеносно. И вот это все то, что вам помогает для кого-то из вас совершить переезд. У вас две серьезных карты, которые говорят о переезде. Карта колесница. И если такое вы планировали, скорее всего, нужно детально просчитать, как это совершить. Не отказывайтесь от этого. Кто знает, может быть, на новых берегах новые возможности. Совершенно другие вас и ждут. Или вот это, как чистый лист бумаги, ваша новая история судьбы. Ну, как будто разрыв какого-то шаблона у вас проходит уже в марте. Не расслабляйтесь, мои дорогие. Дела, работа, бизнес. Правда, удачный период времени, поэтому вам карта Солнца как помеха выпадает. Мы можем, с одной стороны, расслабиться, кто-то, да, но вот так вот захочется расслабиться. А для кого-то из вас, наоборот, вот какая-то непримиримость может помешать. И по четверке жезлов это карта якоря, это праздник после победы. Вы можете закрыть очень много вопросов, решить, договориться, сменить статус. Или, ну вот что-то, пусть это будет какой-то начальный этап, но зато от этого начального этапа очень такие какие-то долгоиграющие события, которые качество вашей жизни изменят кардинальным образом. Я бы сказала, не расслабишься, несмотря на то, что это карта праздник после победы. Праздник, может быть, есть, но есть еще какая-то данность. Нам придется это удерживать. Правда, многие вопросы вы решите. Финансы, рыцарь жезлов. Вот, кстати, по этой карте рыцарь, он как будто едет, и он готов к неожиданностям. Может быть, этот период сам по себе будет у вас сопряжен с тем, что вам придется пробовать разные какие-то возможности заработка. Или вы будете примерять на себя эти самые возможности. Одним есть смысл заниматься, другим нет. Не говорят нам конкретно про деньги, но деньги будут у вас, мои дорогие. Это факт, потому что важные очень выпали арканы. Но нам не говорят, что мы их тратим. Потому что как будто какая-то история продолжается. И вот это самое, если перезагрузка по рыцарю жезлов и проходит, эта карта скорости. Куй железо пока горячо, нам об этом тоже говорят. Что-то вы не сможете и нельзя денежный какой-то ваш вопрос оставить на потом. Нужно решать по факту. Может быть, на что-то откликнуться. У кого-то это как вариант разобраться, правда, с кредитами, может быть, да, а для кого-то это или одновременно источники, способы заработка. Значит, нужно проигрывать что-то и быть где-то готовым к неожиданностям. Поэтому, хоть и деньги будут, я бы сказала, на март сохранять. Личная жизнь. Ну, вот такой шикарный расклад. Посмотрите, у нас пара все-таки выпала, поэтому для людей семейных, знаете, ну, вполне может быть так, что вы меняете, ну, как самих себя. Или для вас идет перезагрузка, но она одновременно будет
для партнера. И вот вопрос, выдержит ли партнер вашу перезагрузку. Для кого-то это может быть сожаление, что ну вот не отвечает либо вашим требованиям, правда. У кого-то может такое быть, потому что карта апатии, разочарований. Может быть какой-то прежний союз или могут быть такие ваши отношения, по которым вы, мои дорогие весы, горевали даже. Может быть, есть такой человек, который тоже, как и вы, стихия воздух, близнецы или весы, или водолей, или имеет там асцендент, или по луне. Человек может даже этого не знать, не все знают время своего рождения. И вы придете к выводу, что ну нет, как-то вот совсем не подстать. Или мы с ним думаем в разных направлениях. То, что интересно мне, ему совершенно даже думать об этом не хочется. И вот есть это разочарование. Для кого-то из вас это может быть, ну, знаете, как когда придется где-то свою личную жизнь совмещать с теми важными вопросами, которые будут у вас в течение марта. И вам бы хотелось видеть, ведь это мелкая карта, большего участия, большего понимания, а партнер может быть настроен как-то на своей волне. Знаете, нам говорят еще и о том, что все-таки четверка кубков, и нам как будто кубок, рука, вселенная, ангелы, хранители, назовите это так, дают какую-то возможность и в личной жизни. Но вы можете от чего-то отказаться. Вот по карте Солнца. Или сказать, к примеру, мои дорогие, что я сейчас занимаюсь делами, бизнесом, деньгами, мне сейчас не до личной жизни. И вы совершите большую ошибку тоже. У вас два старших аркана парных. И это не просто, как были бы король и королева какой-либо масти, а у вас император и императрица, мои дорогие. Вот вам нужно совместить быть дипломатом, но на каком-то не просто высоком уровне, а свою личную жизнь еще поднять на этот высокий уровень. Поэтому я бы сказала, не отказывайтесь от чего-то. И здесь у каждого по-своему. Свой какой-то пункт, который вы через личную жизнь, словно или в личной жизни, может быть, кому-то не должны сказать «нет» или очень резко «нет», а дипломатично решить какой-то вопрос, потому что у вас какие-то возможности, мои дорогие, и у каждого, понятно, здесь своя история. Удивительный расклад, мои дорогие весы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.